Всем привет! В прошлом видео показал я вот эту заготовку. И один из моих друзей, а именно Альберт, с канала Альберт и Ассистент, очень-очень слезно просил, говорит, давай поплавим бронзу, латунь. Ну, я решил пойти ему навстречу. И сегодня буду плавить латунь. Латунь я плавил в прошлый раз, вернее, я плавил без вас. Вот эти вот обломки кранов, вот это все. Получилась вот такая заготовочка. Ну и сегодня, чтобы не просто так плавить, хочу провести для себя один эксперимент. Вот эта вот болваночка, и это плавил я летом, с таких же кранов. И вот хочу проверить. Вот эту вот я расплавил за 15 минут, наплавил в печи. И хочу проверить, вот, сколько времени займет расплавление именно толстой болванки. Не обломков, там, проволоки всякой, а именно вот такой вот толстой болванки. Так, плавить я буду вот такой тигель, быстро сообразил. Пошире, чтобы в нем можно было ложкой шлак собрать. Дальше бура будет присутствовать. И испытаю как раз дегазал. Мне Андрей написал, что он для медных сплавов. В алюминии вы в прошлый раз видели, как он действует. Сегодня проверим, как он действует в латуни. Ну, единственная может быть проблема. Окунать я буду колокольчиком также. Единственная проблема, что возможно из-за того, что малый объем будет металла, и колокольчик при погружении его может просто заморозить латунь. Ну, посмотрю, проверим, что будет. Дальше, в конце видео, тоже по просьбе одного из зрителей, он просил с прошлой отливки проверить на хрупкость. Помните, что стружка шла как мочалка. Прям хорошая стружка шла с этой вот отливки. И он попросил, говорит, сделай опять так же кольцо и сломай его в тисках. Ну, я уверен, что гнуться оно не будет, оно сломается сразу. Это поршневой сплав плюс цинк, то есть оно твердое по-любому. Ну, посмотрим структуру. А так, еще раз вот показываю, отливочка получилась хорошая. И еще кое-что. Вот оно и такое что. Пришел резец мне наконец-то. Мне, честно сказать, его немножко стыдновато показывать, потому что мне мои друзья шлют резцы, типа бедному колхознику, а я себе по 2000 выписываю. Ну, мужики, я на него облизывался целый год. И, в общем-то, ваши комментарии, ваши советы, что купи ты себе уже резец по алюминию, сыграли свою роль. И поэтому целый год я ждал, когда там цены избавятся на него или что. Видать, они сильно популярные, цена на них всегда стоит одна. За него я отдал 2300. Но это вместе с пластинами по алюминию. Пластины они дороже, чем по стали. Вот такой резечек. Державка 25-я. Но сегодня мы его испытаем по латуни. И пластины здесь хороший плюс в них. Они не двухсторонние, они четырехсторонние. То есть ее можно переворачивать во все стороны. Режущая кромка есть везде. 4 раза можно использовать одну пластину. Плавим опять в этой же печи. Этой же горелкой будет проходить прекращение латунью помощнее. Корпус сделал с амортизатора, ну и подварил дно. Думаю, пойдет. Здесь у нас уже заряжено все. Так, зарядил латунь, посыпал бурой. И горелку я направил сейчас прямо в тигель. Потому что расчет такой, что тигель этот все равно будет одноразовый. Скорее всего. Ну, посмотрю, как он выдержит. Ну, буду греть по полной. Все, а теперь можно поджигать. Что вам видно? Почти все видно, да?
Прошло 3 минуты, и вот так печь внутри выглядит. До расплава еще не скоро, но тигель уже краснющий, и бура расплавилась. Вот так она выглядит через 15 минут после включения печи. То есть ломаные краны в прошлый раз у меня, когда я плавил, они вот в этот момент уже расплавились. Болванка еще стоит. Вроде что-то там видно, начинает от дна с бурой взаимодействовать что-то. Непонятно. Но болванка еще стоит, не шевелится. Я ее единственное придвинул ближе к стенке тигля, чтобы больше жару было. А не, пошла плавиться, пошла. Белая вот это как раз таки, видите, блестящая. Это уже латунь пошла. То есть примерно то же самое, 16 минут, 17. И плавится. Такой брусок, почти 15 минут, и он начал плавиться. Нормально. Намного лучше, чем на угле, на лампе паяльной. И тут я вспомнил, что у меня без дела валяется пирометр. Смотрите. Навел на латунь 1285. Если он, конечно, правильно показывает. Ну, латунь плавится, уже видно, потекла. Под бурой прям в зеркало видно. Нормально, ждем. Там уже все расплавилось, жидкое, и буду сейчас негазатор заряжать. Буры маловато, но уже, я думаю, без толку ее сыпать. Нормально. Пока. Ой, горячо, елки-палки, Андрюха, где твои варежки? Я, наверное, буруша физически не смогу подсыпать сюда. Ну, булькает. Что-то дегазируем. Да, еще бурлит. Пузыри идут. Пузыри идут, шлак собирается. Так, что у меня тут с варежками? Пока не горят. Ой, как золотишко прям поблескивает. Все, в следующий раз буду знать, что буры надо больше сыпать. Потому что весь расплав не покрыло. Так, вроде все, переиграло. Ну вот и шлак наверху как раз образовался. Ладно. Ну все, сейчас прогреется. Можно будет шлак снимать. Опа. Опа. Вот как-то так. Сейчас шлак буду снимать, включусь. Крышку открою, пойдет этот окисляться цинк. Опа. И не видно ни хрена. Ладно, смотрите, что тут происходит. Такая штука. Ага, видно. Ну вот он и шлак. Вместе с бурой. Вот он шлак. А вот он, желтый оксид цинка. И цинк выгорает. И получается, что делать? Тут шлак снимать нельзя, тут надо просто сливать, наверное, побольше буры и сливать.
какой-то шлакоотделитель делать, потому что по-другому как, если вот он цинк сразу выгорает. Поехали, вливаю. Опа. Ну а тут подзасохло кое-что, подзастыло. Ну это потом выколочу, посмотрю. Через несколько минут после заливки. Почти 700 градусов и идет потихоньку остывание. С учетом, если он правильно показывает. Блин, рука дрожит, но он с оксида на пленку переводится, по-разному прыгают цифры. Что-то я ему сильно не доверяю, термометру этому. Пока латунька остывает, давайте колечко сломаем вот это вот и посмотрим, что оно покажет. Ну вот, такое же хрупкое. Оно другим и быть не могло. То есть вязкости тут не ахти. Сейчас на солнце положу. Ну вот, рассматривайте. Правда, ветер дует. И солнце то есть, то нет. Но такая вот структура. Крупные все равно. Вот здесь зерно крупное. Когда просто с цинком, без дегазаторов. Тогда, помните, ломал кольца, были мельче. Но, правда, и цинк был чистый. И сейчас чистый в этот тоже. Тут только дегазаторы добавлены. Так, ну все, распечатываем латунь. С замерами скорости я чуть-чуть обломался. Забыл вам сказать. Газ в баллоне начал кончаться, и поэтому пока перекрутил, она уже чуть-чуть подзастыла, латунь, когда плавил. Но зато с новым баллоном она горит в два раза мощнее просто. Во вторник покажу, когда буду делать обзор горелки и печки. Покажу. Да вы видели уже, наверное, когда вот я именно перед доставанием, перед опусканием дегазатора, какой цвет был. Там в печи все желтое было. Вот оно что получилось. Непрогретая форма, быстрое застывание, и получилось тяп-ляп. Сейчас проточим, посмотрим. Поскольку замечал по алюминию тоже. В тонкостенные формы намного лучше лить, чем вот это вот возиться, прогревать толстостенные. А я сегодня и не грел, просто отлил. И алюминий также. Толстостенную заливаешь, хуже выходит, чем там в какие-нибудь банки консервные. Та форма быстро прогревается и дольше не застывает там металл. Ну все, ладно, давайте к станку. Станок у меня на модернизации. Редуктор снят, поэтому суппорт я буду двигать руками. Уже пробовал точить нормально, все с зажатыми клинами, все, он двигается. Тяжеловато, но идет. Точу малопродольный. Но вот так вот будет он в будущем примерно выглядеть. Ну, сейчас покажу, как гайка стоит. И вот так установлена гайка. То, что я показывал ее, она в 16-ю пластину насквозь прикручивается. Но это потом. Через неделю покажу. Во вторник. Как устроена гайка. Решил пройдусь сначала твердосплавом. Вот эти все поубираю. А то что-то мне жалко пластинку сразу убивать на удар. А потом уже пройдемся новым резцом. Да, не ахти получилось. Давайте сейчас бок проверим. Ну, то же самое будет, уверен. Да. Она выглядит даже хуже, чем моя самая первая отливка. Сегодня я с косяками переборщил. Так, ставим резец новый, проверяем, и хватит. Ну, я уверен, что она будет вся такая в рытвинах, в этих вот, в ямках, канавках, и
здесь не пойду. Сейчас сбоку посмотрим, как вообще просто резец даст зеркало или нет. Ну, красиво. Так, скорость я большую дать не могу. У нас со светом что-то в сети вообще напряжение еле-еле и моргает свет. И я когда подаю больше скорость, станку частотник выбивает. Надо в частотнике менять время разгона. Не хочется что-то. Сейчас еще раз пройдусь, наверное, поверху с керосином попробую. Сейчас было на сухую, а попробую с керосином. Ну, оно и так уже он отличное. Пластинки пока понравились. Сейчас сниму на белый свет, вынесу, покажу. Ну что сказать, накосячил я сегодня. Надо было шлак снимать, вернее снять шлак, а потом еще прогреть хорошо, чтобы пожиже было, погорячее. И у формы. Сама форма была тонкостенная, а дно было толстая шестерка. Ну и все равно я так понял, что я заливал уже холодный металл, потому что вот это вот все, вот такие вот капельки, это получается металл застывал уже в воздухе. Откуда она еще такое берется? Ну а обработка зато вот она. Так, сейчас, чтобы не укатывалась, покажу, как берет резец. Резец берет красиво, во всяком случае бронзу. На следующую пятницу испытаем алюминий, как он будет точить. Ну вот, в общем-то, плавить латунь, бронзу дома запросто. Я думаю, медь она подтянет по-любому с такой температурой, с таким жаром. Все, наверное, Альберт, обломал я тебя чуть-чуть, да? Ты хотел, чтобы я конфетку отлил. Не получилось. А может, не захотел, не знаю. Может, просто не мой день. Все, давайте, всем удачи, всем пока. Во вторник обзор горелки и печи. Ну а в пятницу будет алюминий опять. Удачи.